Здравствуйте. В этом видео мы поговорим о том, что именно вам мешает прийти к переменам. Вы сами увидите, как в вашей жизни начинает меняться уровень доверия, спокойствия и того, на что вы способны решиться. Есть одна настоящая трагедия. Ее не всегда видно со стороны. Ее нельзя измерить привычным способом. Это трагедия человека, который за всю свою жизнь так и не осмелился попросить у высшего разума большего. И дело не в том, что источник ограничен, и не в том, что Бог о нем забыл. Дело в том, что его собственная вера с детства приучила его ум просить только то, что кажется допустимым и безопасным. Такой человек думает, что он проявляет скромность. Он даже называет это здравым смыслом. Но на самом деле за этим прячется страх, и нехватка веры — это просто прикрытая маской. Скромности — это удобный способ не признаваться самому себе, что вера слабая, а иногда ее и вовсе почти нет. При этом человеку кажется, что он идет по жизни один, будто весь мир против него. Вот в этом и заключается его трагедия. А правда в том, что на самом деле все двери открыты. Все лучшее, что есть в жизни, могло бы принадлежать тому, кто осмелился попросить об этом с верой. Запомните простую вещь. Высший разум откликается не на нужду, а на веру. Не на случайную надежду, а на ясное, сильное, наполненное чувством намерение. У вас чего-то нет? Не потому, что этого не существует, а потому что вы об этом не просите. Не просите на языке настоящей веры. А не просите вы, потому что ваш ум никогда не учили верить, что вы достойны большего, достойны чего-то по-настоящему великого. Где-то на жизненном пути ваши мысли научились сжиматься перед любой большой возможностью. Вас учили выживать, а не расти и расширяться. Поэтому цели там безопасными, а сама жизнь превратилась в отражение того, насколько узко вы привыкли мыслить. Важно понять один принцип и понять его всем своим существом. Бог не обижается, когда вы просите о большем. Он расстраивается, когда вера в вас слабая, как говорится в старой мудрости. По вере вашей да будет вам. Внутри каждого из нас есть удивительный канал прямой связи с высшим разумом, подсознание. Все, во что вы по-настоящему сумели поверить, подсознание передает дальше, как готовый запрос на исполнение. Слушая это видео, вы постепенно укрепляете свою веру. И важно понимать, те же силы, то же время, которое уходит на просьбу о малом, можно направить на просьбу о гораздо большем. Разница только в одном: подсознание никогда не станет просить о том, во что оно совсем не верит, хотя бы как в возможность. Именно поэтому
Так много людей живут в тихом, незаметном разочаровании. Они просто не верят в масштаб личности, которые могли бы стать, и поэтому никогда не решаются об этом заявить даже самому себе. Просить у Бога о великом — это не попытка. Управлять небесами — это значит жить в согласии с духовным законом. Просите, и дано будет вам. Все, чего вы хотите, уже существует. Просто в невидимом пока измерении. Но ничего не начнет происходить, пока вы не примете внутреннее решение об этом попросить. И попросить не просто словами, а верой, не с сомнением, а с ясностью и уверенностью. И пока вы не осмелитесь поверить, что вам можно желать большего, реальность так и останется неподвижной. Не потому, что Бог что-то прячет или в чем-то вам отказывает, а потому что вы еще не заговорили на языке настоящей веры. Большинство людей молятся из страха. Они умоляют, просят, повторяют одни и те же заученные фразы, но закон реагирует не на громкость и не на жалобные интонации. Он реагирует на ясность, на убежденность, на ум, который осмелился попросить о чем-то конкретном, о чем-то по-настоящему большом, о чем-то, что откликается в душе. Такой образ мышления встречается редко, потому что для него нужна внутренняя перестройка, осознанная, каждодневная работа над собой. Мир вокруг приучил нас занижать планку, ожидать меньшего, чтобы потом не разочаровываться. Но высший разум не откликается на осторожные просьбы. Он реагирует на тот образ, который вы удерживаете в голове с верой и повторяете снова и снова. Если этот образ маленький, результат будет маленьким. Если он искажен и неполноценен, жизнь повторит его один в один. Но если этот образ большой, если вы осмелились увидеть себя сильнее собственных обстоятельств и попросили об этом с верой, тогда ничто не сможет помешать этому воплотиться. Прямо сейчас вы расширяете границы своей веры. Не для того, чтобы впечатлить окружающих, и не ради собственного эго, а потому что внутри вас изначально заложен план куда более значимой жизни и судьбы, чем та, которую вы себе до сих пор позволяли. Высший разум уже ждет вас. Но ждет он не доказательств ваших способностей. Он ждет вашего внутреннего согласия, потому что ничего не может
проявиться в уме человека, который не готов это принять и ничего не может действовать через того, кто продолжает сжиматься, стараясь соответствовать чужим ожиданиям. Когда человек говорит «я много не прошу», он произносит это так, будто это добродетель. На самом деле это лишь знак того, что его ум сам себя отгородил от высшего разума. Человек — единственное существо на Земле, способное представить себе что-то большее, чем то, что есть сейчас. Но часто люди не осознают этот дар и используют его лишь для того, чтобы вообразить что-то незначительное или чуть-чуть улучшенную версию своей текущей жизни. Это не скромность, это просто непонимание закона веры. Когда вы просите у высшего разума о чем-то большом, вы не проявляете жадность, вы проявляете верность своему предназначению. Вы созданы для того, чтобы расти, расширяться, жить в состоянии уже сбывшегося желания. Но это возможно только тогда, когда вы решаетесь обратиться с просьбой ясно, смело, без извинений в голосе. И когда вы так поступаете, ваш мир начинает меняться. Не потому, что Бог изменил свое отношение к вам, а потому что наконец-то изменились вы. Самая большая ошибка, которую может совершить человек, разговаривать с высшим разумом так, будто он нищий проситель, а не часть чего-то большего. Приходить с сомнением в голосе и с колебанием в сердце. Относиться к удаче, как к лотерейному билету. Надеяться, желать, но по-настоящему не ожидать. Запомните эту мысль. Закон не откликается на извинения и жалобы, замаскированные под молитву. Он отвечает на веру, которая проявляется через спокойную, доброжелательную уверенность. Самая коварная форма неверия — это даже не открытое отрицание, а тихая логика, незаметное ограничение, которое включается в тот момент, когда вы начинаете гадать, каким именно способом ваше желание может исполниться. Вы просите о великом, а потом сами же начинаете подгонять это под собственные возможности, финансы, связи, привычную логику. И очень скоро то, о чем вы просили, перестает выглядеть как что-то по-настоящему новое. Оно превращается в чуть доработанную версию того, что вы и так могли бы сделать без всякой веры. Высший разум не ограничен вашими ресурсами, и вы недооцениваете его, когда ведете себя так, будто он ими ограничен. Ему не важны ваши связи, образование, происхождение или сбережения. Ему важна только ваша вера. Когда вы пытаетесь заранее продумать, как именно все случится, вы сами сводите безграничную силу к размеру собственного ограниченного понимания. Именно поэтому
Многие разочаровываются не потому, что просьбы остаются без ответа, а потому что сами оставили место лишь для того, что заранее посчитали возможным. Люди часто говорят себе: «Я попрошу о большем, когда буду готов». Но на деле все происходит наоборот. Вы становитесь готовы именно в тот момент, когда просите с убежденностью. Сам акт веры расширяет сознание, укрепляет вас и готовит к масштабу новой реальности. Просьба о малом не помогает вырасти как личности. Запомните, только смелость разрушает старую, привычную версию вас и создает того человека, который способен получить желаемое и удержать его. И помните, вам не нужно объяснять высшему разуму, зачем вы просите. Не нужно его убеждать или обещать быть благодарным. Он и так все знает. Он не ждет от вас аргументов. Он ждет, когда вы перестанете сжиматься при словах «прошу» и «хочу». Обращайтесь с уверенностью, что имеете полное право на это обращение, с ясным намерением и четким образом того, о чем вы просите. Когда этот образ по-настоящему укореняется внутри вас, сама жизнь начинает перестраиваться, освобождая для него место. Это духовный закон, и он не подводит, если применять его точно. А теперь важная часть. В любом духовном пути наступает момент, когда слова должны закончиться, а начаться движение. Не суетливое, не разбросанное, а спокойное и уверенное. Если вы просили о большом, если тренировали свой ум верить, если оставались верны своей цели, следующий шаг не в новых просьбах и не в новых молитвах. Следующий шаг в действии, которое доказывает, что ваша вера была настоящей. Большинство людей застревают именно между просьбой и ожиданием. Они просят смело, ярко представляют желаемое, а потом просто ждут, сомневаясь и колеблясь, происходит ли вообще что-то на самом деле. Скажу то, что немногие решаются произнести вслух. Ответ уже дан, закон уже запущен, но ваше бездействие говорит громче, чем любая просьба. Вы должны идти по жизни так, будто желаемое уже случилось. Говорить так, будто это уже сделано. Смотреть на мир так, будто это уже сделано. Реагировать так, будто у вас уже есть то, о чем вы просили. Освободите для этого место. Ведите себя как человек, чья реальность просто еще не успела догнать то, что он уже точно знает. Вот что такое настоящая вера. Она ускоряет воплощение. Человек, который делает шаги вперед, еще не видя всего пути, не безрассуден. Он просто доверяет высшему разуму. Его действия основаны на фактах.
сегодняшнего дня, а на ясном понимании, куда он твердо намерен прийти. Ему не нужны аплодисменты и доказательства со стороны. Каждый его шаг вперед и есть само доказательство. Каждым таким шагом он словно говорит миру: «Я готов, я намерен, я способен вместить в свою жизнь то, о чем просил». И такая внутренняя уверенность обязательно получает отклик, если вы говорите, что верите, но при этом ничего не делаете. Ваша вера пока остается только теорией. Если вы говорите, что доверяете, но продолжаете стоять на месте, ваше доверие условное, а высший разум не отвечает на теории и условия. Он отвечает на убежденность и решимость. Именно поэтому самые сильные молитвы почти всегда сопровождаются тихой, спокойной подготовкой, без шума, без отчаяния, а через точное и уверенное действие, которое со стороны может даже показаться странным или преждевременным. Это как накрыть стол еще до того, как гость постучал в дверь. Если ваше намерение получить желаемое действительно серьезно, ваши действия должны это подтверждать. Потому что как только вы попросили, вопрос уже не в том, сделает ли шаг навстречу высший разум. Вопрос в том, сделаете ли шаг вы сами. И вот в чем парадокс. Не вы так сильно ждете от Бога, как Он ждет от вас. Не совершенства и не особых заслуг, а доказательства, что ваша вера действительно созрела до конкретных действий. Что вы можете сделать уже сейчас? Идти так, будто дверь уже открыта, даже если вы ее пока не видите. Вкладывать время в свою цель, даже если никто вокруг еще не видит того, что видите вы. Дисциплинировать свои мысли даже тогда, когда эмоции тянут в разные стороны. Учиться управлять своими чувствами уверенно и твердо, и тогда они сами последуют в нужном вам направлении. Именно так идет по жизни человек с настоящей верой. И когда высший разум замечает такое внутреннее соответствие, все начинает ускоряться. То, что казалось далеким, стремительно приближается. Вам не нужен еще один знак. Не нужно еще одно подтверждающее слово. Вы уже попросили, вы уже увидели это в своем воображении. Теперь пришло время действовать так, будто исполнение вашего желания уже в пути. Потому что человек, который начинает действовать еще до появления доказательств, неизбежно эти доказательства получает.